Добрый день, мои дорогие! Добро пожаловать ко мне на кухню! Сегодня копилку домашнего кондитера я хотела бы пополнить еще одним рецептом бисквита. На этот раз у нас будет бисквит с добавлением шоколада. Не какао-порошка, а именно шоколада. Рецепт очень неплохой, бисквит получается нежным, влажным и очень вкусным. Он, конечно же, не такой легкий, воздушный и пористый, как классический бисквит, но тоже очень нежный. Давайте приготовим. Понадобится 4 средних куриных яйца, 90 грамм горького шоколада, 120 грамм сахара, 80 грамм муки, 90 грамм сливочного масла, чайная ложка ванильного сахара и буквально щепотка соли. Куриные яйца разделяем на белки и желтки. Шоколад растапливаем и даем остыть до комнатной температуры. Просеиваем муку, взбиваем сливочное масло. Сливочное масло должно быть не прямо из холодильника, его нужно заранее достать и дать согреться до комнатной температуры. Добавляем 1-2 столовые ложки сахара из общей нормы, ванильный сахар и хорошо взбиваем в легкую воздушную массу. Затем постепенно по одному за раз добавляем во взбитое сливочное масло куриные желтки и каждый раз хорошо прорабатываем, взбиваем масло миксером. Вливаем растопленный шоколад. К этому моменту шоколад должен быть комнатной температуры. И еще раз хорошо промешиваем миксером. Лопасти венчиком моем с моющим средством и обсушиваем, чтобы они были без следов жира и влаги. К белкам добавляем щепотку соли. И сначала взбиваем до мягких пиков. Затем постепенно всыпаем оставшийся сахар. И взбиваем до устойчивого состояния. Аккуратно вмешиваем взбитые белки в шоколадную массу. Выкладываем первые 2 столовые ложки белков и просто размешиваем. Этой порцией белков мы как бы разбавляем шоколадную массу, делаем ее менее густой. И в 2-3 приема вмешиваем оставшиеся белки. Вмешиваем очень аккуратно, складывающими движениями, стараясь максимально сохранить тот объем, которого мы достигли взбиванием белков. И в последнюю очередь вмешиваем в тесто муку. Муку вмешиваем также в 2-3 приема, аккуратными складывающими движениями. Лопаточкой двигаемся от краев к центру, снизу вверх. Вот такое бисквитное тесто получается в результате. Оно несколько гуще, чем обычное бисквитное тесто. Выпекать бисквит я буду в кондитерском кольце. Я установила диаметр 21 см. Выкладываем в форму, разравниваем. Выпекаем бисквит предварительно разогретой до 170-180 градусов Цельсия духовке. Печется бисквит примерно 35-40 минут. Готовность определяем деревянной палочкой. Из центра бисквита она должна выходить чистой, без следов теста. Свежеиспеченный бисквит прямо в форме ставим на решетку и даем полностью остыть. Когда бисквит полностью остынет, его можно будет вырезать из формы. Вот такой он получился по высоте. Сверху на бисквите хрупкая корочка. Я ее соберу. Эту корочку я затем измельчу в крошку и буду использовать для украшения торта. Снимаем бисквит с бумаги и разрезаем на 2 коржа. Бисквит получается очень нежным, влажным. Вот такой красивый, пористый он внутри. С этим бисквитом я пекла торт «Мелодия». Видео уже есть на канале. Ссылку поставлю в описании под этим видео. Спасибо, что были со мной, смотрели видео, и всего вам самого-самого доброго. До новых встреч, до новых видео.